Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видеообзор на гель-лаки с эффектом кошачий глаз от компании Beauty-Lux. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Beauty-Lux представляет свою продукцию на платформе AliExpress. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. На сегодняшний день в коллекции представлено 12 цветов. Мне на обзор прислали 9, каждый из них по-своему интересен. А также в этом видео покажу, как я делаю круглый блик на своих ноготках. Итак, в стеклянном флаконе по 10 мл продукта. На флаконе указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия. На каждом флаконе есть небольшое окошко, через которое видно цвет гель-лака. Ну а на крышке каждого флакона есть наклейка с указанием номера гель-лака. Цвет под номером 207 – это красно-рыжая кошка. Все цвета из данной коллекции плотные, хорошо пигментированные. Магнитные частички в данных гель-лаках очень шустро реагируют на магнит. Конечно, гель-лаки с эффектом кошачий глаз эффект не смотрится именно на черной подложке, но данные гель-лаки в 2 тонких слоя невероятно шикарно выглядят и на светлой подложке. На темной подложке будет достаточно одного среднего слоя для того, чтобы полностью перекрыть черный типс и при помощи магнита создать нужный для вас блик. Приобретая один флакончик гель-лака с эффектом кошачий глаз, вы получаете как бы 2 в одном. Дело в том, что подобные гель-лаки отлично смотрятся и без формирования блика. Ну а данные гель-лаки за счет своей хорошей пигментации отлично перекроют ногтевую пластину в 2 тонких слоя, ну либо на черную подложку в 1 средний слой. Все остальные цвета, которые мы с вами сегодня рассмотрим, по своей плотности и пигментации ничем не отличаются от первого. Единственное, у всех остальных цветов, помимо эффекта кошачий глаз, есть также эффект хамелеона. То есть под разным углом цвет гель-лака немного меняется. Данные гель-лаки отлично полимеризуются в 48-ваттной гибридной лампе в течение 30 секунд. После полимеризации на поверхности образуется незначительный дисперсионный слой. Представители компании Beauty-Lux уже не первый раз присылают мне свою продукцию на обзор, и каждый раз я приятно удивлена их качеством. Но помимо качества хочется также отметить, насколько тщательно продавец упаковывает посылку. В мой регион посылки приходят довольно быстро, в течение 2-3 недель, и еще ни разу ни один флакон либо тюбик при транспортировке не пострадал. Многие гель-лаки с эффектом кошачий глаз имеют слабо пигментированную основу. Когда подобные лаки мы наносим на черную подложку и создаем при помощи магнита блик, основной цвет гель-лака на черном фоне практически теряется. Так вот, у данных гель-лаков довольно пигментированная основа, что даже на черной подложке после создания блика мы с вами видим и цвет гель-лака, и блик. Все цвета из данной коллекции очень интересные, а магнитные пигменты в данных гель-лаках очень яркие и сочные. Именно хорошее качество магнитных пигментов обеспечивает данным лаком насыщенный блик. И несмотря на то, что все цвета по-своему интересные, в цвет под номером 212 я влюбилась, как только взяла его в руки. Это такая глубокая сиренево-фиолетовая кошка с ярко-фиолетовыми магнитными пигментами. Заметьте, что компания Beauty-Lux позиционирует данную коллекцию как 3D, 4D кошки, а эффект у них ничуть не хуже, чем у заявленных других производителей эффект 5D, 9D. Я ни в коем случае не хочу сказать то, что 3D, 4D кошки от компании Beauty-Lux самые лучшие на планете Земля. Нет, конечно, есть и лучше, но на сайте AliExpress на самом деле не так много производителей, которым можно доверять. Продукция компании Beauty-Lux соответствует описанию, ну а флаконы и баночки всегда с хорошим наполнением. Если у вас уже есть какая-либо продукция от компании Beauty-Lux, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, а главное своим опытом после использования в комментариях. Думаю, не только мне будет интересно почитать. Ну а теперь давайте сделаем простой дизайн гель-лаком с эффектом кошачий глаз. Для начала нам нужно сделать рассеянный блик. Для этого мы используем 2 магнита с отталкивающимися полюсами.
Гель-лак не полимеризуем, а при помощи тонкой кисточки создаем как бы такой эффект плетенки. Такой дизайн легко, быстро выполняется и на ноготках. А вот теперь представьте, если нарисовать вензеля. С вензелями данный дизайн будет смотреться очень шикарно. Просто я рисовать вензеля не умею, поэтому вот что смогла, то и изобразила кисточкой. Суть данного дизайна в том, чтобы немного заполнить рассеянный блик. Ну и вот так смотрится дизайн на моих ноготках. Ну а теперь давайте покажу, как я приспособила сделать круглый блик сама себе. Для этого я беру контейнер, высота которого примерно 4 см. В контейнере много всего, и он сам по себе довольно тяжелый. На этот контейнер я при помощи изоленты закрепляю один из магнитов. Второй магнит я, если можно так сказать, как бы подстраиваю под тот магнит, который прикреплен к контейнеру. Если мне нужно поменять полюса, то я просто переставляю магнит в самом держателе. Изначально нам нужно сделать рассеянный блик, поэтому к ноготку я прикладываю с двух сторон два магнита отталкивающимися сторонами. Теперь под углом примерно 35-45 градусов я формирую круглый блик. Стороны магнита также отталкиваются друг от друга. На самом деле, если вы поймете суть создания круглого блика на типсах, то потом уже самой себе на ноготках сделать его будет несложно. Просто вы для себя уже соорудите какую-то конструкцию, которая будет удерживать один из магнитов. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!